Глава 1. Ритуальное действие 5. Продолжение. Полковник замолчал. Было похоже на то, что рассказ его окончен. Пока он говорил, в уме моем скопилось изрядное количество вопросов, которые я и начал задавать, воспользовавшись его молчанием. Сколько раз следует повторять каждое ритуальное действие? Таким был мой первый вопрос. Для начала, ответил полковник, я советовал бы выполнять каждое ритуальное действие 3 раза единожды в день. Такой режим должен сохраняться в течение 1 недели. Затем каждую неделю прибавляют по 2 повторения. Таким образом, в течение 2 недели ежедневно делается по 5 повторений каждого ритуального действия, в течение 3 по 7, в течение 4 по 9, и так далее до тех пор, пока дневное количество повторений не достигнет 21 раза. Если выполнение всех ритуальных действий в соответствующем количестве вызывает трудности, можно разбить их на серии и выполнять в 2 или даже в 3 приема. Но в каждую серию обязательно должны входить все 5 ритуальных действий строго в соответствующем порядке. Переставлять ритуальные действия Ока Возрождения местами, равно как и разносить их во времени нельзя. Например, вместо одной, скажем, утренней тренировки, состоящей из 21 повторения каждого действия, вы можете провести 2, утреннюю и вечернюю, выполнив, допустим, 10 повторений утром и 11 вечером. Или же 3 тренировки по 7 повторений каждая, утром, в полдень и вечером. Особые проблемы часто бывают связаны с освоением первого ритуального действия, вращения вокруг своей оси. Если вы с ними столкнетесь, не отчаивайтесь и не спешите. Выполняйте вращение столько раз, сколько можете. Пройдет время, и вы научитесь без труда поворачиваться вокруг своей оси все предписанные 21 раз. У меня был ученик, которому на это потребовался целый год. Остальные 4 ритуальных действия проблем у него не вызывали. Поэтому их он выполнял по 21 разу, а первое осваивал очень постепенно. На результатах это никак не отразилось. А через год он прекраснейшим образом мог вращаться вокруг своей оси столько, сколько требовалось. Бывает, что человек вообще не способен вращаться вокруг своей оси, если у него чрезвычайно ослаблен вестибулярный аппарат. В этом случае в течение 4-6 месяцев следует выполнять все остальные ритуальные действия, начиная со 2, а первое пропускать. А по прошествии этого срока постепенно приступать к освоению первого. «А в какое время предпочтительнее заниматься?» – спросил я. «Утром или вечером?» «Лучше всего на восходе и на закате. Но если у вас много работы и вы не смогли проснуться до восхода солнца, не расстраивайтесь. Вы можете выполнить свою утреннюю серию ритуальных действий тогда, когда это будет удобно. Главное, чтобы это произошло до полудня, поскольку после полудня начинается время вечерней серии. Однако к такому режиму следует приходить постепенно, начав с одной полной серии 1 раз в день, утром или вечером. После того, как вы практикуете Око Возрождения по 21 разу единожды в день на протяжении не менее чем 4 месяцев, вы можете приступить к построению 2 серии, начав с 3 раз и, как и в случае с первой, прибавляя по 2 раза в неделю. Конечно, вы можете не останавливаться на 21 повторении, доведя их количество до 36, 72 или даже до 108, однако на то должна иметься веская причина, поскольку это будет уже не забота о здоровье, а практика духовного развития. Равнозначны ли все 5 ритуальных действий по важности? Поинтересовался я. Безусловно, ответил полковник. Одно без другого они работают не столь эффективно. Как я уже говорил,
В исключительных случаях можно временно исключать первое, но 4 оставшихся должны практиковаться только вместе. Да и первое следует осваивать поскорее. В самых крайних случаях можно выбросить из занятий одно из 4 последних ритуальных действий. Но только тогда, когда нет никакой возможности его освоить, и только временно. При должном усердии в выполнении того, что получается, способность выполнить и то, что поначалу не выходило, разовьется непременно. И вот еще что важно, ни в коем случае нельзя допускать перенапряжения и переутомления. Это может привести только к отрицательному результату. Нужно просто делать так, как получается, то, что получается, постепенно увеличивая количество и приближаясь к идеальной форме. Время и терпение в данном случае выступают в роли союзников. У меня не было еще учеников, которые не смогли бы в конце концов прийти к полноценной практике, потренировавшись достаточно долго. «Ну хорошо», — сказал я. «А что если в силу некоторых причин человек вообще не может выполнить какое-либо из 5 ритуальных действий? Например, из-за травмы позвоночника, потери руки или ноги?» Я сталкивался и с такими случаями. Конечно же, если есть хоть какой-то способ преодолеть препятствие, скажем, придумав какое-нибудь приспособление или воспользовавшись чьей-либо помощью, следует это сделать и практиковать все 5 действий. Однако в самом крайнем случае, если другого выхода нет, нужно делать хотя бы то, что доступно. Дело в том, что Око Возрождения – очень мощный и высокоэффективный метод, и даже его части работают. Это доказывается примером пляшущих дервишей. Если те из них, кто молод, выглядят истощенными из-за избыточного количества вращений, то те, кто постарше, более умерены в практике вращения, и потому достигают огромной силы, выносливости и жизнеспособности. Таким образом, практика даже одного единственного ритуального действия Ока Возрождения может быть весьма благотворной. Пусть каждый делает максимум из того, что ему доступно, не доводя себя до изнеможения, и все будет хорошо. А если человек, скажем, занимается каким-либо спортом или другими видами психофизического тренинга, ведь Око Возрождения, насколько я понимаю, относится именно к этому разряду практических методов, следует ему продолжать, или же он должен бросить. Не вступает ли Око Возрождения в противоречие с другими видами практик? Ни в коем случае, с уверенностью ответил сэр Генри. Если вы занимаетесь чем-то еще, занимайтесь на здоровье. Око Возрождения только поможет вам, значительно повысив эффективность ваших основных тренировок. Ведь и ламы пользуются этой практикой как вспомогательной. Для них Око Возрождения своего рода энергетический базис для более сложных и изощренных тренировочных и медитативных практик. В обитель сходились обычные люди и ламы не только с юго-запада, откуда пришел туда я, но и с севера, с востока, отовсюду. И некоторые из лам приносили с собой свои практики, сложнейшие боевые искусства. Различные техники тибетской йоги, были среди них художники, были переписчики манускриптов. Всех их принимали в монастыре, всех обучали, и всем им Око Возрождения помогало достичь новых высот в их собственном искусстве. Я уверен, что любая гармонично построенная система способствует сохранению молодости и сил. А благодаря практике Ока Возрождения к этому прибавляется еще и коррекция динамических характеристик вихрей. Подумайте, Генри, ничего ли вы не упустили? Попросил я. Пожалуй, есть еще 2 вещи, которые могут иметь значение. Вы помните, я упоминал о том, что в промежутках между повторениями ритуальных действий нужно продолжать дышать в том же ритме, что и во время практики. Однако, если вы не чувствуете затруднений, паузы между повторениями одного и того же ритуального действия делать ни к чему. Вам следует просто повторять движение в виде одной непрерывной серии.
А вот между каждыми двумя ритуальными действиями пауза необходима. Причем не просто пауза. Нужно встать прямо, положить руки на талию и выполнить несколько плавных полных дыханий, внимательно следя при этом за ощущениями, возникающими в теле, и сосредоточив внимание на области тела, находящейся внутри живота на уровне пупка. Раньше или позже вы непременно ощутите струящиеся по телу во время вдоха потоки праны. А через некоторое время, вероятно, вам станут видны вихри. Дыша в паузах между действиями, старайтесь во время выдоха максимально расслабиться и ощутить, как испорченная прана вместе с тонкими загрязнениями и болезненными блоками покидают тело, вымываемые потоками свежей праны, поступившей в тело при вдохе. Второй момент, который может оказаться достаточно полезным, это водные процедуры после практики оковозрождения. Лучше всего принять тепловатую или чуть-чуть прохладную ванну или душ. Можно просто обтереть все тело полотенцем, смоченным в теплой воде, а затем вытереться насухо. Но ни в коем случае нельзя пользоваться после практики заметно прохладной и тем более холодной водой. И еще никогда не принимайте холодную ванну, душ, обливание или обтирание до состояния, при котором холод проникает глубоко внутрь тела, поскольку это существенно нарушит эфирную структуру, выстроенную практикой ритуальных действий. Ни перед занятиями, ни после, ни в любое другое время. Причем если до тренировки и в другое время короткие и неглубокие холодные водные процедуры могут быть использованы вами для общей закалки, то непосредственно после занятий они строжайше противопоказаны, так как способны вызвать патологические изменения, которые при том арсенале средств, которым вы владеете, окажутся необратимыми. Поэтому, если вы не имеете возможности сразу после практики принять какую-либо из теплых водных процедур, подождите, пока тело не остынет после тренировки, выдержав как минимум час, и только после этого пользуйтесь холодной водой. Я был восхищен всем, что рассказал мне сэр Генри, однако скептицизм, свойственный образованному человеку с западным складом мышления, не давал мне покоя, время от времени недоверчиво нашептывая откуда-то из глубины сознания: «Нет, сэр, что-то здесь не то. Не может быть, чтобы это было так просто». Поэтому я не удержался и спросил: «Ради бога, простите, Генри, однако меня не оставляет чувство, что вы все же что-то не договариваете. Неужели все действительно так просто?» «Проще не бывает, уверяю вас, Пит. Необходимо только регулярно практиковать ритуальные действия, начав с 3 повторений каждого и постепенно доведя до 21 раза в день. Пропускать допустимо не более 1 раза в неделю, но ни в коем случае не больше. Если же отъезд или какая-нибудь иная причина заставит вас прервать практику хотя бы на 2 дня, все достигнутые вами результаты окажутся под угрозой. При длительном перерыве возникает опасность того, что тело ваше начнет деградировать гораздо быстрее, чем это было до того, как вы начали практику. К счастью, подавляющее большинство тех, кто начинает практиковать оковозрождение, в очень скором времени обнаруживает, что это не только полезно, но и очень приятно. Ощущение собранности, силы и готовности встретиться во всеоружии с любыми задачами настолько воодушевляют практикующего, что он просто-таки с нетерпением ждет того момента, когда придет время, отведенное им для очередных занятий. В конце концов, на выполнение всех 5 ритуальных действий в полном объеме требуется всего-то навсего 15-20 минут. А человек, хорошо тренированный, выполняет их все вообще за 8-10 минут. И если ваш день заполнен делами настолько плотно, что вы не можете выкроить даже этого, просто встаньте на несколько минут раньше и лягте спать чуть-чуть позже. От этого ровным счетом ничего не изменится, всего лишь каких-то несколько минут. 5 ритуальных действий, о которых я вам рассказал, предназначены для ускоренного восстановления здоровья и повышения общего тонуса организма.
А вот то, в какой степени вам удастся при этом изменить свою внешность, зависит от целого ряда факторов. В том, что это вполне возможно, вас, я думаю, вполне убеждает мой пример. Ведь я выгляжу вдвое моложе, чем есть на самом деле, верно? Я ничего не ответил. Это было совершенно очевидно. Так вот, продолжал полковник, не секрет, что некоторые выглядят стариками в 40, а иные кажутся молодыми и в 60. Ключевыми факторами здесь являются психологический настрой и намерение оставаться молодым. Если вы сами, несмотря на свой хронологический возраст, чувствуете себя молодым, ваш биологический возраст будет подстраиваться под установку вашего самосознания, и окружающие тоже будут воспринимать вас как человека молодого. Начав практиковать оковозрождение, я сделал все возможное, чтобы начисто устранить из своего сознания свой собственный образ человека старого и хилого. Вместо этого я сформировал свой собственный внутренний имидж джентльмена в самом расцвете сил, а затем наполнил эту ментальную форму энергетическим содержанием в виде несгибаемого намерения быть молодым и сильным. Намерение заставило работать силовой аспект воли. А результат, вот он, перед вами. Для многих такая трансформация самосознания оказывается сложнейшей задачей, поскольку большинству людей ужасно тяжело вырваться из оков сформировавшихся ментальных установок. Верите ли, есть огромное количество человеческих существ, которые не могут этого сделать даже под угрозой реальной смерти. У них не хватает энергии на то, чтобы сформировать намерение. Они обучены твердо верить, что человеческое тело запрограммировано на то, чтобы становиться старым, хереть и отмирать. Практика оковозрождения дает им необходимую энергию. Неожиданно для самих себя они начинают ощущать себя все более и более энергичными. И начинают верить в возможность возрождения. А дальнейшее – дело техники. Их взгляды на жизнь начинают в корне изменяться, а через некоторое время и окружающие замечают происшедшие в них перемены. Когда же такой человек слышит: «О, сэр, вы так молодо выглядите», или «Сударыня, вы прекрасны», последние препятствия на пути изменения им самого себя рассыпаются в прах, намерение делается несгибаемым, и в мире людей не остается ничего, что было бы недоступно его воле. «И все?» – поинтересовался я. «Нет, не все», – в тон мне с загадочной улыбкой ответил полковник. «Ведь я упомянул только о 2 дополнительных факторах. А в действительности их 3. Вспомнил я. Вы еще не рассказали мне о 6-м ритуальном действии. В самом начале, если мне не изменяет память, вы о нем упоминали, не так ли?» «Совершенно верно. Именно 6-е ритуальное действие является важнейшим фактором для того, кто намерен изменить свою внешность и выглядеть намного моложе своих лет. Это упражнение, которое известно в индусской йоге под названием Удияна Бандха. И я непременно расскажу вам о нем, но только не сейчас.